И тогда старый трагик Дуров протягивает стакан мне и говорит: «Ирочки первой, ей на сцену!» Ирину Алферову по-прежнему считают самой красивой в отечественном кинематографе. Она стояла у истоков стильной классики в моде. Ее героини становились примером для подражания. Она обладает артистичностью, прекрасной внешностью и изяществом пластики, и долгие годы пользуется любовью зрительской аудитории. Многие поклонники думают, что знают о легендарных актрисах все. Однако что-то самые известные советские кинодивы умудрились оставить за завесой тайны, как настоящие женщины-загадки. Как сложилась жизнь знаменитостей, с кем живет и чем занимается сейчас народная артистка. Родилась Ирина Алферова в Новосибирске 13 марта 1951 года. В семье творческих людей не было. Отца звали Иван Кузьмич, маму Ксения Архиповна. Они были ветеранами войны. После победы они учились в юридическом институте и получили диплом юриста. Юристом стала и старшая сестра Ирины, Татьяна. Ирина часто вспоминала, что в детские годы она носила звание «мамина дочка», потому что ни на шаг не отходила от своей мамы. Ксения Архиповна была большой поклонницей театра, но ей самой выйти на сцену не довелось. Поэтому женщина очень радовалась, когда видела у дочери задатки актерского таланта и не препятствовала их развитию. Ира постоянно участвовала в дворовых спектаклях, которые они ставили с соседскими детьми. Ей, как самой красивой, доверяли играть главных героинь. Будучи старшеклассницей, Ирина не бросила детское увлечение театром, скорее наоборот. Эта любовь к сцене начала разгораться еще сильнее. Отсидев уроки, девушка мчалась на репетицию театральной студии, которая работала в Академгородке. Там занимались студенты и научные сотрудники, и Ирина вместе с ними участвовала в разных постановках. В театральной студии собиралась вся интеллигенция города Новосибирска. Главный режиссер студии сумел рассмотреть в Алферовой отличные задатки актерского таланта, посоветовал не терять времени и попробовать пробиться в театральный вуз. Девушка, недолго думала, собрала документы и уехала в столицу штурмовать ГИТИС. Мама была полностью согласна с выбором дочери и даже отправилась в Москву вместе с ней. В 1972-м Ирина Алферова окончила обучение в вузе и получила долгожданный диплом. С этого момента начался старт ее творческой биографии. Учеба давалась Ирине нелегко, и на первых курсах она практически не выделялась среди остальных студентов. Прошло немного времени, девушка стала более раскрепощенной и уверенной в себе, и у нее начало все получаться. Это дало свои результаты. Алферову были рады принять почти все театры столицы. И в это время ее заметил режиссер Василий Ордынский, который искал актрису на роль Даши в картине «Хождение по мукам». Кино снимали на протяжении 5 лет, поэтому о театральных подмостках на этот период пришлось забыть. Ордынский был против того, чтобы актриса разрывалась между театром и съемочной площадкой, поэтому условие было жестким. Или она снимается, или уходит служить в театр. Ирина Алферова выбрала кинематограф. После того, как съемки остались в прошлом, Ирина приняла приглашение театра «Ленком». Вот я не чувствую старости. Все во мне молодо. И моя впечатлительность и рвение к труду. Но здесь ее ждало полное разочарование. Режиссер театра Марк Захаров никак не хотел видеть в ней ведущую актрису, и она могла рассчитывать только на третьестепенные роли. Кинематографическая карьера Алферовой складывалась намного успешнее. Руководство Госкино предложило режиссеру Юнгвальд-Хелькевичу обратить внимание на Ирину, когда тот искал исполнительницу роли Констанции в картине «Д'Артаньян и три мушкетера». По задумке режиссера, эту героиню должна была сыграть Евгения Симонова. Режиссер принял решение высокого начальства, но не взлюбил Алферову с самого начала съемок. Ирина не любит вспоминать период работы над картиной, потому что не хочет снова прочувствовать весь негатив, который остался после пребывания на площадке. Актриса отлично справилась с ролью Констанции, и после нее стала звездой отечественного кинематографа. Очень часто публичные люди стараются оградить свою личную жизнь от любопытных глаз. Ирина Алферова принадлежит к их числу. Но такова уж журналистское братье. Если чего-то не знают, обязательно придумают. Ирину Алферову считают несчастливой женщиной, хотя это суждение очень далеко от истины. Еще учась на первом курсе, Алферова посетила вечер национальной культуры в болгарском посольстве. Там у знаменитости произошло знакомство с Бойко Гюровым. Парень был сыном посла, учился в МГИМО и участвовал в гонках. И однажды он стал жертвой аварии. Ирина навещала его в больнице. Эти отношения вскоре переросли в романтические. Молодые люди быстро поженились. Ирина переехала к мужу в Болгарию.
но супружеская жизнь буквально сразу начала портиться. Мечтала, чтобы мой муж начал прилично зарабатывать. И сбылось. Сначала я не ходила, а летала. А потом началось. Ночная жизнь, встреча с нужными людьми, девочки, рестораны, ложь. Родные мужа изначально не верили в чувства актрисы к Бойко, считая, что она видит в нем всего лишь выгодный вариант. В 1974 году у них родилась дочь Ксения. Ирина могла спокойно жить за границей, купаться в роскоши и любви, но ей хотелось работать, а реализовать себя в Болгарии она не смогла. Поэтому, когда звезде поступило предложение принять участие в проекте «Хождение по мукам», она, не задумываясь, согласилась и уехала в Москву. Длительные съемки и редкие приезды Ирины в Болгарию отрицательно сказались на отношениях с супругом. Вскоре пара развелась. Вторым мужем актрисы стал Александр Абдулов. Актеры познакомились в театре в 1976 году. Они были задействованы в одной постановке. Даю тебе 3 минуты. Если через 3 минуты ты не бросишь газету, то я сделаю что-то страшное. Александр не сразу нашел путь к сердцу знаменитостей. Она ему казалась холодной и неприступной. По словам Ирины, она так вела себя, потому что не чувствовала уверенности в своих силах и думала, что покоритель сердец Абдулов может обратить на нее внимание. Во время гастролей Ленкома в Ереване Александр решился спросить Ирину, готова ли она выйти за него замуж. «Пронесешь меня через весь парк на руках, отвечу», – произнесла актриса. Мужчина желание исполнил, а в ответ получил заветное «да». Возвратившись в Москву, влюбленные отправились в ЗАГС. Александр официально удочерил Ксению и стал ей настоящим отцом. О том, что ее настоящий отец болгарин, девочка узнала, будучи подростком, но продолжала считать папой Абдулова. Своего родного отца Ксения впервые увидела спустя много лет. На календарях и открытках фотографии Ирины с Александром Абдуловым расходились миллионными тиражами. Зрителям казалось, что любимые актеры рядом друг с другом абсолютно счастливы. Я люблю тебя, и в этом твоя сила. Ты говорил, что ты любишь меня, но ты меня не любишь, Эмиль. Если бы ты любил меня, ты бы не мучил меня каждую минуту. Когда через 17 лет совместной жизни пара объявила о расставании, у всех был шок. Не смей меня трогать, идиот! Это ты идиотка. Сам идиот! Сам идиот! Сказка об идеальной любви закончилась. Считалось, Алферова сама выступила инициатором развода, так как больше не могла делить супруга с его многочисленными друзьями и терпеть мимолетные романы. Спустя годы Ирина Ивановна отметила, что на ее плечах лежали заботы о доме, дочери и муже. Но все бы ничего, если бы в один день Александр Гаврилович не ушел из семьи. Саша виноват в нашем расставании. Он ушел, закрыл дверь и все. Абсолютно такой сибирский характер у нее. Она очень крепкий человек. И она может за себя постоять. Теперь ты свободная женщина, я свободный мужчина. Гуляй, все. Зачем тогда женился? Дурак был. Не трогай меня руками. Когда я анализирую, я понимаю, что очень много потрачено времени зря. Он умер, и мы даже не поговорили. Мы играли вместе, он все время был недоволен. С Сашей вообще ничего невозможно, рассказала актриса. Помнишь, как ты говорил, что ты меня убьешь и себя убьешь, если я тебя брошу? Да. Как все меняется? Развод дался не просто обоим. Ирину Ивановну ничего не радовало. К тому же, расставшись с Александром, пришлось уйти из театра, в котором она прослужила много лет. Актрисе предложили сыграть роль обезьяны, и она посчитала это оскорбительным. Звезда не знала, как строить свою жизнь дальше, и чувствовала, что стоит на краю бездны. Но спустя 2 года Ирина вышла замуж за актера Сергея Мартынова. Они познакомились на съемочной площадке картины «Звезда шерифа», и чувства вспыхнули сразу. В это время Мартынов был женат, но у этого брака не было будущего. Его жена была юристом по специальности, и ей как раз предложили поработать в Лондоне. Женщина забрала 2 детей и уехала за границу. Мартынов отказался уезжать. Он состоялся как актер, был популярным и востребованным. Позднее жена Мартынова умерла в Лондоне, и он забрал дочь Анастасию и сына Сергея в Москву. К этому времени сиротой остался и сын Татьяны, Ирининой сестры. Алферова забрала парня к себе. Так они и жили, воспитывали 4 детей. Сама Ирина Ивановна считает, что это и есть счастье, когда рядом с тобой любимый мужчина, надежная опора и поддержка. Все дети стали достойными людьми.
Дочь и сын Мартынова живут в Лондоне, где остались после получения высшего образования. Племянник Александр – успешный юрист. Дочь Ксения Алферова – популярная актриса. Ирина Ивановна до сих пор живет в браке с Сергеем Мартыновым и часто рассказывает, как сильно ей повезло с любимым мужчиной. Она с ним счастлива и любима. О былой жизни актриса вспоминает без ностальгии, но благодарна периоду, в котором осталось много хорошего. Своего нынешнего супруга она называет подарком судьбы и уверяет, ее Сергей самый-самый.